Meșterii face painting și body art ne dau posibilitatea să ne transformăm în eroii desenelor animate, în animale și să savurăm din simbioza culorilor, care, printr-o magie, ne face să nu ne mai simțim noi înșine. Mare bucurie și pe capul copiilor care au avut posibilitatea să dea ochii cu un meșter de acest gen. Diana, fetița pe care am invitat-o la filmare, are fericirea supremă de a fi una dintre modelele meșterului Olga Murașova, pe care cea din urmă se antrenează sau filmează tutorials pentru canalul de YouTube. Vă invit să revenim în studioul în care s-au întâmplat minuni. Meșterul a decis să-i dea posibilitatea Dianei să se simtă personajul unui desen animat, un tigru, dar nu și unul clasic, ci unul în culorile curcubeului. Olga ne-a promis că Diana va fi de nerecunoscut. Cu mare avânt și voie bună, mica modelă a stat neclintită în așteptarea transpunerii sale în poveste. Acum, meșterul este îndrăgit de oricare copilaș, dar să fie activat în conformitate cu meseria învățată la facultate, nu s-ar fi întâmplat asta niciodată. Copiii nu i-ar sări în brațe cu siguranță. По образованию я врач. Ну, так случилось. Да, так случилось, что вот на период обучения, где-то на 4-5 курсе, начала я задумываться о том, чтобы немножко какие-то хотя бы деньги начать зарабатывать, потому что как-то чувствовала себя не совсем полноценной сравнительно с теми остальными коллегами, которые после 3-го курса уже пошли работать, а я все еще на 5-м училась и училась. Ну и вот с помощью мамы, которая нашла случайно это дело в интернете, посоветовала мне: вот попробуй заняться, потому что у тебя есть талант, может, пойдет. Пробовала и пошло. Рисовала я вообще всю жизнь, но как таковой практики в плане рисования у меня было мало последние года, потому что просто не было возможности применять, не было ни времени, не было ни места, где это применять, поэтому в основном это было на стенгазеты или разрисовывание там всяких там тканей, клеток на уроках по гистологии, то есть это максимум, что это было. Mama a încurajat-o și a ajutat-o financiar. Primul set a fost cumpărat de ea cu mare credință în talentul fiicei. Era vorba de un risc mare după mine. Meșterii body art nu existau în Moldova atunci, Olga fiind prima în această nișă artistică, de aceea putea fi neapreciată și nici lucrurile noi nu se popularizează atât de ușor. Если бы не вера родителей, наверное, в меня на самом начальном этапе, вряд ли я бы так быстро стартанула. Но мама помогла мне, мама мне спонсировала мой первый набор, который стоил не так уж дешево по тем временам, как 5-6 лет назад, около $200 я потратила, мама потратила, вот, и, соответственно, тогда, да, мне было страшно, я не знала, если эти деньги будут потрачены впустую или нет, но я сейчас понимаю, насколько мама тогда была дальновидная, насколько она увидела во мне эту перспективу, и дальше как я это подхватила. И дальше как просто вот сложились уже обстоятельства местные, что меня вот приняли, и действительно я благодарна тому, что у нас наши люди местные действительно оказались очень отзывчивыми этому искусству, потому что действительно не в каждой стране это принимается так легко. Mult timp s-a antrenat pentru a ajunge la perfecțiune, la luxul de a nu șterge nimic și desena din nou. Tehnicile body art-ului sunt specifice, nu este cum ai și desena, pur și simplu. Are nevoie de vopsele, instrumente și, desigur, abilități cu totul aparte. Dar este o calitate umană absolut necesară pentru meșterul face art, care nu poți antrena oricât de mult ți-ai dori. Главное качество для аквагримера – это любить детей. Да, это точно. Потому что чаще всего аквагрим – это занятие именно направленное на приношение радости детям и их семьям, потому что аквагример обычно работает на мероприятиях торжественных, на днях рождениях, на фестивалях. Соответственно, наша задача – это нести радость. И поэтому зачастую даже не так важно хорошо нарисовать, как важно просто этому ребенку доставить радость. А это можно сделать с помощью элементарных техник, даже тот же блеск, накрашенные губки, накрашенные щечки порой выполняют уже половину задачи. Какой контакт у вас обычно налаживается с ребенком? Дети разные бывают, мне кажется. Да, дети бывают разные, но когда они садятся ко мне на стул, они все становятся одинаковыми. Вот действительно 95%, наверное, ведут себя одинаково, они готовы жертвенно сидеть смирно, спокойно, с закрытыми глазами, не шелохнуться только для того, чтобы получить желаемый результат.
Părinții picilor prezenți la diverse evenimente unde este invitat meșterul sunt nedumeriți cum se întâmplă ca odraslele lor, chiar și cele mai zbânțuite, să stea atât de liniștite. Secretul este simplu după mine. Copiii adoră să evadeze într-o altă lume, mult mai interesantă, de altfel, iar Olga îi ajută. Дети всегда очень такие животрепещущие, они в нетерпении, когда наконец-то появится аквагример. Не было у меня, по-моему, ни разу такого, чтобы дети не хотели разрисовываться. Это всегда воспринимается очень позитивно. Дети всегда рады, всегда хотят. Помимо детей, если родители подключаются, для детей это еще дополнительный стимул попраздновать этот праздник, по максимуму отгулять, насколько это возможно, потому что все-таки это не просто техника, не просто разрисовывание лиц, это же еще определенные эмоции, которые дарятся и не только самому ребенку, но и родителям, которые в этом деле участвуют, и когда они подключаются в такое вот детское веселье, дети это очень воспринимают тепло, и очень приятно видеть, когда такие семьи встречаются. Такие случаи бывали несколько раз в моей практике, когда бабушки, дедушки подходили, просили разрисоваться. Был дедушка один, который просился разрисоваться прямо на все лицо, ему рисовала тигра. Până la o anumită etapă, chiar una vecină sfârșitului, Diana semăna mai mult o azână multicoloră și strălucitoare decât a tigru. Asta pentru că liniile, cele care de fapt schimbă trăsăturile feței, se desenează la sfârșit. Olga este mulțumită pe bune de rezultat doar atunci când lucrul este finisat. Pentru asta mai e nevoie de o coafură corespunzătoare. Все, Дяночка, ты готова. Можешь идти посмотреться на себя в зеркало. Ух ты, здорово! Мне очень нравится тигр. Deși Diana se incomoda din cauza camerei de luat vederi, oricum se puteau vedea sclipirile din ochi. Скажи, пожалуйста, тебе понравилось сегодняшний твой герой? Это кто? Радужный тигр. Тебе он больше нравится, чем обычный? Меньше нравится? Конечно же, больше нравится. Потому что он такой яркий, разноцветный, сказочный. Mama Dianei a venit să o ia acasă. Probabil nu o mai uimești cu nimic, pentru că, după cum spuneam, Diana este model de face painting. Probabil nimeni nu poate ști mai bine cum se simt copiii după o sesiune colorată. Ну-ка, порычи. Похоже. Как вам ваш ребенок? Он нравится? Мне всегда нравится. Мы всегда, когда приходим к Оле, всегда уходим с хорошим настроением, и всегда у нас игры, вот она начинает входить в роль. В общем, актриса у меня растет, я так чувствую. Вот. И, в принципе, она уже пару раз пыталась в школу так порываться ходить. Что вы ей сказали? Я ей сказала, что, в общем-то, все, уроков не будет. Она, мама, ну я так хочу, я... Нет. И она пыталась, даже вот мы приходим, когда в будние дни после школы, она не умывается, ложится спать. Я знаю, что у меня постельное белье следующее сразу же уходит в стирку, даже если оно абсолютно свежее, потому что, ну, естественно, макияж этот остается весь на подушке, на пододеяльнике, но она в надежде, что в школу она вот с утра придет, и вот красивая. Am aflat că visul Dianei nu este tocmai de a fi model și de a defila cu opere de artă pe față. У нее есть дома набор, вот аквагрима ей привезла тетя из Италии. Она пытается что-то там рисовать, какие-то кошечки, там еще что-то. Мама, я хочу быть как тетя Оля. Я говорю, хорошо, ты будешь как тетя Оля. В общем, если Оля вдруг какие-то курсы организует по, так сказать, разрисовыванию себя, мы будем первые, кто будет в очереди. Так, ты мне не сказала о том, что ты тоже хочешь, и то, что у тебя дома есть набор. Почему? Постеснялась. А вдруг придут и заберут, мало ли, охотников. Ну, расскажи мне, что ты пытаешься нарисовать? Дракончика. Как получается? Пока не очень. Почему ты так сильно хочешь стать, как тетя Оля? Потому что мне нравится, как она рисует. Здорово. Ты прям хочешь этим, чтобы это была твоя профессия, чтобы ты там зарабатывала? Ну, больше я хочу быть зубным врачом. Значит, ты будешь совмещать.
Apropo despre seturile colorate, vopselele sunt special fabricate pentru aquagrim și body art pe bază de apă ce permite îndepărtarea lor de pe corp fără efort. Dar dacă există 5-6 meșteri în toată Moldova care fac body art, nu cred să fie apărut vreun magazin specializat. Краски, и не только краски, вообще, в принципе, вся атрибутика для аквагрима – это такая очень узкоспециализированная техника, и материал очень узкоспециализированный, конечно же, он не производится у нас и даже не производится в ближних странах. На данный момент есть магазины, которые существуют в России, в Украине, есть магазины, которые существуют в Европе, в которых можно, в принципе, заказать краски сюда по интернету. Это, конечно, выходит накладно, потому что доставка сама тоже стоит, но на данный момент это единственный выход, который можно увидеть. Cum să nu încerc pe pielea mea? Meșterul a început să-și strângă ustensilele când am înțeles că nu o să pot pleca fără cel puțin un mic decor. Pornind de la culoarea rochiei, mi-a pictat o mică operă de artă. Спасибо большое, очень здорово. Очень рада. Olga a vizitat aproape toate țările din Europa. Chiar și în Australia a fost de 2 ori cu masterclass-uri. Cu dăruire de sine predă tehnici de face painting și body art, iar plăcerea supremă o are atunci când ucenicii săi devin meșteri buni în țări europene. Хочется вот больше проектов создавать таких вот целенаправленных, которые будут давать какую-то отдачу. Отдача в плане чего? Например, участие в какие-то проекты, которые призывают к чему-либо. Пусть это будет этот вот cancer awareness, например, или ситуации, связанные там с экологией, опять же, какие-то проекты такие более масштабные. Очень хотелось бы вот вовлечься в такую более серьезную, скажем так, сферу аквагрима, больше, наверное, аквагрим боди-арт. Вот. Плюс преподавание. Однозначно, это сфера, которая мне очень нравится, мне всегда нравилось объяснять. И сейчас то, что я могу это делать, и то, что я вижу результаты своих студентов, для меня это, наверное, высшая награда видеть, когда человек преуспевает после того, как он прошел мой курс. Cine ar fi presupus vreodată că un set de vopsele, credința mamei și dorința Olgăi o vor duce atât de departe.